Всех приветствую на своем канале. Сегодня свой обзор, посвященный моделям и игрушкам по мотивам вкладышей Turbo, я хочу посвятить автомобилю Ford De Tomaso Pantera. Этот вкладыш выпускался под номером 117 во второй серии вкладышей Turbo турецкого производителя кондитерских изделий Kent Gida. Ford De Tomaso Pantera – спортивный автомобиль, выпускавшийся итальянской фирмой De Tomaso с 1971 по 1992 год. Первые автомобили Pantera, выпущенные в 1971 году, имели двигатель Ford V8 с рабочим объемом 5,8 литров и мощностью 330 лошадиных сил. Благодаря высокому крутящему моменту двигателя Ford переключать передачи на низких скоростях требовалось гораздо реже, что делало автомобиль менее затратным в городских условиях. Поскольку автомобиль был ориентирован на американского покупателя, он комплектовался такими экзотическими для Европы функциями, как электрические стеклоподъемники и кондиционер. В 1971-1972 году американская и европейская версии De Tomaso Pantera отличались только размером задних фонарей. Позже отличия американской и европейской версии уже были в двигателе, который из-за ограничений по выбросам выхлопных газов США стал менее мощным в 266 лошадиных сил. Также модели отличались окраской порогов, бамперов, крышками багажника и капота, наличием антикрыла, широких колесных арок и обвесов из стекловолокна. В модификациях это были версии L, Lusso, GTS, GT4, GT5, GT5S и последняя SL. Всего с 1970 по 1993 год компания De Tomaso произвела примерно 7200 экземпляров модели Pantera. В моем обзоре сегодня есть несколько моделей De Tomaso от таких производителей как Norif, Matchbox и Киевского экспериментально-механического завода игрушек имени Ватутина. Все модели по-своему интересны. Pantera от Matchbox Superfast сделана из металла и открывающихся частей не имеет. Судя по расширенным колесным аркам и отсутствием сзади антикрыла, это модификация GTS. Игрушка примечательна тем, что является в некотором плане антикварной, так как, судя по найденной информации, была она произведена в конце 70-х, начале 80-х годов. Модель с широкой посадкой и довольно неплохо скопирована, несмотря на немного нереалистичную цветовую гамму. Кузов у этой Пантеры белого цвета с гоночными наклейками на носу и дверях, красно-оранжевым пластиковым салоном и задней крышкой двигателя. Днище у машинки не проработано вообще, но зато сзади есть имитация выхлопных труб, что очень радует. В общем, больше ничего примечательного у этой Пантеры я не заметил. De Tomaso от Norif, судя по надписи на днище, относится к редкой модификации GT4, о которой даже толком информации нет в сети. Но судя по всему, это модификация с каким-то очень мощным двигателем. Сама по себе модель частично сделана из металла, а частично из пластика, например, открывающиеся крышки багажника и моторного отсека, что довольно необычно. Днище также пластиковое и без какой-либо проработки, кроме задних выхлопных труб. Общее исполнение модели неплохое, хотя могли бы мотор немного лучше детализировать. Модель по ощущениям довольно легкая из-за обилия пластиковых деталей. Колеса у нее литые пластиковые, и хотя пятиконечная звезда на них создает некоторую имитацию литых дисков, но все-таки не дотягивает до них. Как-то не очень спортивно выглядит, как для GT4 с супермотором. Не знаю, какое должно быть заднее антикрыло в этой модели, но здесь оно как хвост у самолета, уже очень большое. И судя по фотомоделей, которые продаются, это крыло очень часто отламывается и теряется из-за этого. В общем, модель эта оставляет хорошее впечатление, и в моей коллекции она займет отдельное место как редкий спортивный автомобиль с железным кузовом и пластиковыми открывающимися деталями. Последняя модель, о которой я хочу кратко рассказать, это Pantera от Киевского экспериментально-механического завода игрушек имени Ватутина. Более подробно остановлюсь на ней я в отдельном обзоре, посвященном этому производителю. Этот De Tomaso, судя по всему, относится к первой серии этого автомобиля 71-72 года, так как на нем явно не видно ни антикрыла, ни обвесов, ни расширенных бамперов или каких-то черных аксессуаров, которые присущи более прокачанным модификациям. Тем не менее, модель эта интересна прежде всего тем, что она довольно редко встречается, и у меня она появилась среди советских ремейков сравнительно недавно.
Модель почти полностью сделана из металла и по весу довольно тяжелая, как и все модели от Ватутинского завода. Примечательна она тем, что имеет такие открывающиеся детали, как двери, капот и багажник. По сравнению с другими моделями, рассмотренными мной выше, у советского ремейка двигатель проработан прямо с избытком и выглядит очень крупно по сравнению с оригиналом. Тем не менее, это нисколько не портит этот автомобиль. Днище также у него не проработано, и кроме того, к сожалению, даже нет выхлопной трубы, которая есть у более простых моделей. Всем спасибо за просмотр этого видеообзора. Если вам интересны другие видео об автомобилях марки Ford, то у меня на канале вы найдете еще несколько таких. Например, те, которые появились у вас на экране сейчас. Всем добра и мира и до новых встреч!